Всех приветствую, меня зовут Ева, и в данном видео я покажу, как и из чего делаю силиконовые молды. У меня, конечно, много покупных молдов, но все же самодельных больше, так как их я делаю под себя с теми оттисками, которые нужны конкретно мне. Итак, для работы понадобится силиконовый герметик. Я никогда не привязываюсь к бренду, в магазинах приобретаю просто самый бюджетный их представитель. Молды всегда получаются идеально, так что переплачивать не вижу смысла. Беру бесцветный силиконовый герметик. Также понадобится обычная пшеничная мука. Раньше я делала молды на основе кукурузного крахмала, но как-то его не было в наличии, и я использовала муку. Разницы не заметила и с тех пор пользуюсь только мукой. Просеиваем муку через сито. Подготавливаем фигурки, которыми будем создавать оттиски. Это может быть что угодно, допустим, мелкие игрушки из киндеров, природные материалы и прочее. Эти предметы я смазываю растительным маслом, чтобы они лучше отходили от готовых молдов. Откручиваем колпачок с длинным носиком и отрезаем канцелярским ножом кончик с резьбой на тубе. С обратной стороны нужно установить что-то длинное, допустим скалку, так будет удобнее вдавливать силикон. Выдавливаем силикон в просеянную муку. В тубусе еще осталось примерно столько же силикона, поэтому хорошенько закручиваем колпачок на место, чтобы силикон не затвердел. Замешиваем массу. Кстати, стоит отметить, что такие санитарные силиконовые герметики имеют насыщенный аромат, пахнет уксусом. Рекомендую работать в респираторе в проветриваемом помещении. Но если вы излишне чувствительны к резким запахам, стоит приобрести силиконовый герметик с пометкой «нейтральный», но будьте готовы, что его ценник будет на порядок выше. Если масса излишне липнет к рукам, добавляем еще немного муки и продолжаем замешивать. Нам необходимо добиться, чтобы масса была однородной и не сильно липкой. Отделяем кусочек от замешанной массы, остальное заворачиваем в пленку, чтобы силикон быстро не затвердел. Раскатываем кусочек скалкой. Если скалка прилипает к массе, смажьте ее растительным маслом и проблема исчезнет. Вдавливаем в массу выбранную фигурку. Я бывает приподнимаю бортики, чтобы молд получился глубже. Лишнее по краям срезаем канцелярским ножом и будем использовать при создании следующего молда. Этот молд не трогаем, иначе он деформируется. Оставляем его в покое до застывания на 6 часов. Точно так же создаем остальные молды. Это по сути весь процесс создания молдов. Дожидаемся застывания силикона, на это уходит около 6 часов, и ими можно пользоваться. Далее в этом видео я покажу, какие фигурки получаются при использовании этих молдов, и покажу, какие молды уже сделала. Если вам все это интересно, оставайтесь со мной. Для вытянутых по форме предметов, в частности для палочки корицы, массу изначально растягиваем до нужной длины, затем раскатываем и помещаем в нее корицу. Еще я хочу сделать молд с оленем. Это, к слову, акриловая елочная игрушка. Старайтесь с массой работать без промедлений, иначе силикон начнет застывать, даже обернутый в пищевую пленку. По прошествии примерно 6 часов извлекаем предметы из молдов. Первым хочу посмотреть на орех. Давно хотела себе такой молд. Идеальный оттиск, но я, впрочем, и не сомневалась. Смотрите поближе, рельеф отпечатался идеально четко. Ну и остальные молды также получились отлично, только с машинкой дно получилось тонковато, но в работе это видно не будет. Покажу все сегодняшние молды поближе. Как видите, любой рельеф отпечатывается очень четко, что безусловно очень радует. Также хочу показать молды в деле. Смазываю молд с рыбкой растительным маслом и помещаю внутрь самозатвердевающую массу. Извлекаем фигурку. Вот такая красавица рыбка получается. Этот молд пригодится для летних видео. Орех тоже очень понравился. А вот для палочки корицы молд нужно было сделать глубже. Боковые части получились не округлыми, а немного срезанными. Но мне и такие молды тоже часто нужны при создании декоративных композиций, поэтому все же для меня это не недостаток.
Вот эти молды изготовлены из муки и силиконовых герметиков. Я действительно в восторге от этого рецепта и очень часто создаю все новые и новые молды исключительно по этому методу. Какое-то время после изготовления эти молды пахнут уксусом. Это длится, наверное, около недели, потом запах уходит на нет. Как видите, чего только у меня нет. Здесь есть снежинки, лошадки, снеговики, пингвины. А этот молд из нити декоративных бус. Все четко отпечаталось. Это желудь. Это мелкие снежинки. А это деталь от елочной игрушки, барабана. Мне кажется, она похожа на штурвал. А это звездочка Бадьяна. Очень мне нравится этот молд. Ну и в общем дальше всякие прочие молды, которые мне будут или уже были полезны в работе. Экономия при самостоятельном изготовлении молдов получается колоссальная. В магазинах один молд можно приобрести, заплатив от 150 рублей. А я купила целый тубус герметика за эти деньги и могу сделать около 20 молдов, а то и больше, в зависимости от размера. А вот эти молды сделаны из каучукового герметика. Его не берите, он после затвердения теряет эластичность. Если эти даже спустя время прекрасно гнутся, то этот становится твердым и из него трудно извлекать ровную фигурку. Добавляем в коллекцию сегодняшние молды. Я их, как видите, храню в картонной коробке, закрывающейся крышкой. Надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. Если это так, поддержите, пожалуйста, его лайком, а также подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет еще много всего интересного. Но самое главное, берегите себя и своих близких. До новых встреч. Пока-пока.